Здравствуйте, дорогие тельцы! Добро пожаловать на канал про астрологию. Меня зовут Виктор. Это гороскоп на следующую неделю с 5 по 11 февраля. Множество разных событий может произойти в вашей жизни. Давайте поскорее о них узнаем и обсудим. Понедельник, дорогие мои тельцы, 5 февраля. Планета Меркурий переходит в знак зодиака Водолей. На целых 18 дней, до 23 февраля она будет там, в вашем 10-м доме гороскопа. А планета Меркурий — это общение, коммуникации, обучение, все, что связано с мозгами, с умом, с интеллектом, ну и еще с бумагами. Давайте обсудим поконкретнее. Во-первых, Меркурий в Водолее — это новые знакомства, новые возможности, новые люди придут к вам. И так как в 10-м доме будет это все происходить, то все, что касается карьеры, все, что касается профессии, возможно, новые какие-то сотрудники придут, и у вас сразу появится общее что-то. Знаете, вот прям вот увидели человека, сразу поняли, что долго будете общаться. Может быть, придут новые поставщики, если у вас свой бизнес, и вы будете налаживать с ними контакт, и у вас получится наладить этот контакт. Либо, знаете, вы с кем-то вот никак не могли договориться, и в течение этих 18 дней у вас получится, вы добьетесь каких-то важных справок, какой-то документации, которую вот никак не могли получить. Поэтому здесь Меркурий Водолей вам поможет. Это раскрепощение. Может быть, вы никак не могли договориться с кем-то, знаете, встретиться с кем-то, или перейти какую-то черту вот в себе лично. То есть вы думали, что этот человек вас не будет слушать. Но здесь вы словно раскрепоститесь, Меркурий даст вам эту энергию, и вы поймете, да идите все, все получится. И вот просто рискнете. Поэтому все, что касается карьеры, все, что касается профессии, здесь у вас появится сила, появится вот это, знаете, вот прям пробивное что-то. Вот вы не думали, что вы можете, а вы сможете. Вот прям думали, что это вам не подвластно, а окажется все наоборот. И новые люди вам в этом помогут. Далее, новые интересы, это тоже Меркурий в Водолее, новые таланты, новые какие-то идеи придут. Знаете, вот вы увлекались там только машинами, а в течение этих 18 дней вы поймете, что вам не только машина нравится, но и нравится еще, не знаю, мягкая мебель, и будете заниматься еще и мебелью. То есть и так может проиграться Меркурий в Водолее. А 10-й дом — это начальство, да, Меркурий будет в 10-м доме в этот момент. И это начальство, это какие-то люди во власти, может быть, вы с ними будете встречаться, никак не могли договориться с какими-то людьми, которые выше вас, никак не могли с ними встретиться, найти компромисс. И здесь Меркурий вам поможет наконец-то взять справку, которую нужно, да, там льготу какую-то получить, либо встретиться с чиновником и высказать все, что вы о нем думаете. Либо с начальством будете общаться по поводу карьеры, по поводу повышения по карьерной лестнице, что вот вы столько долго работаете, приносите какие-то результаты, а вас никто не замечает. И вот будет какое-то вот такое состояние, что вы захотите встретиться с начальством, поговорить. Либо вообще будет общение с вашим руководством на тему вашего призвания. Может быть, они увидят в вас новый талант и предложат вам новый проект. Дерзайте, тельцы. Далее, Меркурий в Водолее — это могут поменяться планы, причем неожиданно. То есть вы планировали отпуск там вот на следующей неделе, но придется немножечко поменять и там отложить его или переставить на другой месяц. Либо вы планировали, не знаю, развитие своего бизнеса, и вот сейчас, вот в течение 2 месяцев закрою какой-то кредит, или там кредит на бизнес, или аренду смогу заплатить, но поменяйте что-то. И причем поменяется неожиданно. Не от вас будут эти перемены зависеть. Так что только оптимизмом учитесь, оптимистично, тельцы, смотреть на все, что происходит. Если без улыбки типа жизни, то, конечно, любой муравей, который вы задавите ногой, придется его хоронить. Поэтому здесь только оптимизм. Какие бы планы неожиданно не менялись. Далее, подсознательное чувство перемены Меркурий в Водолее приносит, и здесь перемены будут касаться также и вашей работы, вашей карьеры. Вы будете чувствовать, что что-то нужно поменять, что неужели это все, на что я способен или способна. Могут прийти такие мысли в голове вот с 5 по 23 февраля, и вы будете искать, может быть, себя, внедрять в свою жизнь вот эти новые идеи и щупать, знаете, как будто вы будете щупать почву, а где же я могу еще пригодиться, а что я еще могу сделать, а куда я могу пойти работать. Помимо этого, что сейчас есть, может быть, где-то у меня будет получаться лучше, или что-то, какая-то новая профессия будет не за горами,
Вам могут предложить другую профессию, и вы будете думать об этом, а справлюсь я или нет. Конечно, вы справитесь. Тут все говорит о том, что вы справитесь. Меркурий в Водолее, вы справитесь, тельцы. Если вам что-то предлагают, пробуйте. Но пробуйте с умом. Далее. Озарение может какое-то прийти, прозрение. Опять же, да, повторяюсь, это все, что касается карьеры, все, что касается профессии. Вы можете понять, что я могу другое, я могу заниматься другим и приносить людям пользу. И вы как будто, знаете, поймете, ну не то, что свой смысл, нет, конечно, но поймете, что вы можете заниматься другими вещами, и у вас тоже это получается. Просто озарение придет, что я могу заниматься еще и другим. Круто. Далее. 10-й дом — это отец, это люди мужского пола в вашей семье, брат, дядя, дедушка. С ними будете встречаться, возможно, с ними будете обсуждать работу, с ними будете обсуждать какой-то проект, с ними будете обсуждать какие-то темы касательно вот либо вашего бизнеса, либо вашей работы. Затем потребуется ваше официальное подтверждение кому-то. Кому-то потребует от вас какая-то волшебная бумажка, какой-то договор будете искать в своих закромах, либо получать справку какую-то очень важную, которая потребуется вашему начальству. Ну, это может быть, я не знаю, трудовая книжка потерялась, нужно ее найти. Либо восстановить какой-то документ, там, ИНН или еще что-то. Медкнижку принести на работу, потому что она там уже у вас просроченная, да, то есть что-то вот такое будет, начальство потребует от вас какое-то чего-то подтверждения, какого-то сертификата, подтвердите, что вы там медсестра высшего уровня, и будете искать этот сертификат, либо получать этот сертификат, может быть, повышение квалификации будет, либо какие-то курсы будете проходить, которые очень важны для работы. Это может быть онлайн тоже курсы. Затем что-то, какие-то, знаете, как бы это объяснить? Будете замечать в своем партнере какие-то новые стороны, новые грани. Какой-то характер может в вашем любимом человеке проиграться, и вы его еще такого не видели. То есть вот с 5 по 23 февраля ваш партнер что-то такое закатит, что вы будете сидеть такие: а что, он это может? Или она так может? То есть вот что-то такое будет. И это очень интересно, я прям уже сам, вот, у меня уже трепетное такое любопытство, что же такое интересное вы в своем партнере можете увидеть. Ну и завязываются легче новые знакомства, Меркурий в Водолее, поэтому здесь, если все-таки вы одинокий телец, дерзайте, проявляйте свою красоту, проявляйте свои манеры, знакомьтесь с людьми, Меркурий вам поможет найти человека, который вам понравится, либо с которым будет интересно. Конечно, сразу выходить замуж за первого встречного или первую встречную не стоит, это все-таки легкомыслие какое-то, а тельцы не любят легкомысленных людей, так что и себя тоже тельцы как-то не ассоциируют с легкомысленностью, поэтому здесь просто знакомьтесь, раскрепощение будет по Меркурию в Водолее, и вы сможете проявить себя, вы сможете действительно отыскать, так сказать, клад. Возможно, этого человека вы всю жизнь искали, и вот он может появиться в течение этих 18 дней. Я вам от души, тельцы, этого желаю. Одновременно с этим, 5 и 6 февраля, Луна входит в знак зодиака Стрелец, это ваш 8-й дом гороскопа, и давайте обсудим, что же она может привнести в вашу жизнь. Во-первых, Луна в Стрельце приносит оптимизм. В понедельник и вторник вы, словно, знаете, загоритесь какой-то хорошей энергетикой. Даже несмотря на то, что какие-то проблемы дома, несмотря на то, что проблемы там в личной жизни или на работе, вы как будто вот в коллективе или среди друзей вы будете чувствовать какой-то оптимизм, кто-то вам поднимет настроение, либо вы сами поднимете себе настроение, будете смотреть комедию и ха-ха-хи-хи. То есть в любом случае понедельник, вторник настроение должно у вас подняться. Затем, так как Луна будет в 8-м доме гороскопа, а это все, что связано с кредитами, с чужими деньгами, с ипотекой, может быть, придется прощаться со своей денежкой, потому что ее нужно будет отдать кому-то, вернуть кому-то. А в эти 2 дня какие-то вот перетурбации на тему кредитов будут. Либо вам придется взять кредит, чтобы закрыть какую-то прореху финансовую в делах. Но в любом случае не стоит расстраиваться. Все, что не делается, все к лучшему, тельцы. Я в этом уверен, поверьте. Затем, Луна в Стрельце может, знаете, словно вас, как это объяснить вам, обострение чувств будет и таких, знаете, чтобы защитить кого-то, у вас появится вот прям вот
справедливость такая, знаете, яркое чувство справедливости, что что-то происходит не так, и я хочу здесь устроить порядок. Может быть, ваш коллектив, да, может быть, ваши сотрудники. Один трудится, другой сидит, и вы поднимете этот вопрос, типа, что такое, почему ты сидишь, а этот бегает, давайте-ка мы все вместе соберемся и решим этот вопрос, потому что зарплату все получают одинаково. И здесь вот чувство справедливости, за кого-то защититься вы захотите. За слабого человека, за человека, который только от вас зависит. Знаете, может быть, это ваш ребенок, может быть, это ваш какой-то родственник, старая бабушка ваша, да, вы захотите за нее защититься, может, на нее будут наезды в поликлинике, и вы с ней пойдете и скажете, что это такое, почему вы ее не принимаете. То есть и такое может быть. Далее, Луна в Стрельце – это преувеличение своих сил. Вы можете подумать так вот, знаете, невзначай, что вы можете справиться и с этой задачей тоже. Но здесь, Тельцы, нужно включить немного логики, немного здравого ума и смысла и понять, можете ли вы взять еще и подработку, если у вас график 7.0, либо закрыть этот проект или эту задачу помимо других еще 15-50 задач. То есть здесь вы почувствуете прилив сил какой-то, оптимизма и поймете, что я могу, море по колено, но будьте, пожалуйста, все-таки, как сказать там, пологичнее думайте. Думайте, справитесь ли вы точно или нет, потому что если все-таки вы возьметесь, придется некоторые дела отодвинуть. Это тоже очень важно. 8-й дом – это получение денег. Так что в понедельник и вторник вам придут какие-то перечисления, премии какие-то, дотации, выплаты, стипендию. Конечно, невелика вероятность получить еще наследство или какую-то там, не знаю, какие-то драгоценности вашей прабабушки, но тоже есть такая вероятность. Если вы за рулем, то здесь внимательно, пожалуйста, на дорогах, потому что 8-й дом – это все, что связано с ЧП, какие-то, не знаю, там отвалился руль в машине или колесо, и надо что-то с этим делать срочно. Вот, поэтому здесь, пожалуйста, если вы за рулем, внимательно, не торопите машину и не пытайтесь сделать из себя гонщика ни в коем случае. И сохраняйте, пожалуйста, не сохраняйте, а ведите машину только по правилам дорожного движения. Тогда ЧП вы любые объедете. Далее, 8-й дом – это тайны. Какие-то тайны могут открыться перед вами. Тайны, связанные, не знаю, там долги какие-то выплывут. Вот вашего родственника. Вы не знали, а у него, оказывается, еще долг. Или какие-то тайны, связанные с родственниками, с вашим любимым человеком. То есть какой-то секрет, который от вас скрывали. И вы поймете, а почему от меня скрывали? Почему мне об этом не говорили? И в понедельник, вторник что-то такое интересное, острое ощущение получите, Тельцы. Главный оптимизм. Сохраняем оптимизм. Далее. Потребность движения Луна в Стрельце вызывает, и здесь вы можете подумать, что что-то я застоялся на этом уровне, или на этом уровне заработка, нужно зарабатывать больше, нужно что-то делать, нужно себя вкладывать, нужно какое-то движение. Будет ощущение, что вы вот словно стоите на одном месте, и ничего не происходит, стагнация, все, господи, как жить дальше. Поэтому здесь в понедельник и во вторник можете принять решение, что нужно что-то делать, нужно как-то двигаться, развивать себя, развивать свое дело, развивать свой, не знаю, кошелек и искать какие-то дополнительные инвестиции или просто пора уже карьерной лестницей заняться. Середина недели, среда и четверг, 7 и 8 февраля, Луна переходит в знак зодиака Козерог, ваш 9-й дом гороскопа, а это все, что связано с дальними поездками, путешествиями. Кто-то из тельцов, может быть, наметит себе какой-то план отпуска, что вот вы поедете куда-то за границу, либо переезд за границу. Но, конечно, не в среду и не в четверг, хотя есть тельцы, которые будут переезжать в эти дни. Но какие-то мысли на этот счет будут. Может быть, вы поймете, что вот в той стране было бы поприкольнее и будете узнавать что-то о новой стране. Либо получать образование, потому что 9-й дом – это еще высшее образование. Может быть, вы поедете в другую страну или подумаете о том, что можно в другой стране получить образование. Либо язык будете изучать, новый для вас, иностранный язык. Это тоже вполне возможно. Либо задумайтесь хотя бы об этом. Далее. Луна в Козероге – это сдержанность, это какое-то ограничение, какие-то
игра по правилам, знаете, и эти правила не особо будут вам нравиться. Это могут быть какие-то нововведения в работе, какие-то новые обязанности. И в эти обязанности они будут четко расписаны, и вам нужно будет их соблюдать. Но не со всеми правилами вы будете согласны, тельцы. Может быть, будете спорить, митинги не устраивайте, ни в коем случае. Но среда-четверг, сдержанность, Луна будет, словно, знаете, заставлять вас больше молчать, больше в себе, как-то холодно даже относиться к какому-то человеку. Может быть, вас кто-то обидит, и вы закроетесь, знаете. Такое тоже может произойти. Далее, 9-й дом – это расширение, и здесь вам потребуется, я не знаю, если у вас бизнес, вы будете расширять свой бизнес. Захочется подумать, представить себе или уже заняться этим, какую-то новую точку открыть, да, вот у вас была одна точка с носками, и вы захотите эти носки продавать еще и в другой стороне города, и будете думать об аренде, будете думать о помещении. Может быть, ваш ассортимент будет увеличиваться, вы поймете, что я не могу торговать только носками. Я буду торговать еще и, не знаю, шапками, перчатками. То есть вот все, что с этим связано, с расширением вашего бизнеса и в том числе расширение вашего мировоззрения. Вы, словно, знаете, будете понимать больше именно вот в сфере вот очень важной для вас. Это либо бизнес, либо себя вы будете больше понимать, если вы вдруг на психолога учитесь или являетесь психологом. Как-то разбираться в себе вы будете больше. Что-то вы можете о себе узнать в это время, и эта новость вас не то что в шок подвернет, нет, а это будет какой-то такой: ой, а я еще и это умею, ой, а еще и это могу, ой, а мне надо попробовать на этом заработать. Так что здесь, тельцы, удачи вам. Далее, Луна в Козероге – это еще внимание к материальной части жизни. Слишком много будет, знаете, вашего фокуса на кошелек, на бюджет. Что-то придется потратить, наверное. Потратить не в ту сферу, в которую вы хотели. Не на те планы деньги пойдут, но придется это сделать, по-другому никак. Ну и 9-й дом – это юридические дела, какие-то суды, может быть, судебные приставы, могут быть какие-то предписания, какие-то справки, либо решение суда придет, либо вы пойдете в суд что-то выяснять, либо какие-то ограничения на вас кто-то наложит. Это может так проиграться, но ни в коем случае, тельцы, не расстраиваемся, выше нос. И 9-й дом – это учительство. Может быть, кто-то вас чему-то научит каким-то важным знаниям для вас, которые помогут вам как раз расшириться внутри, либо расширить ваше влияние, зону влияния. Может быть, это будет какой-то коуч, какой-то учитель, какой-то человек более опытный. Вы обратитесь к какому-то человеку, у которого уже есть такой бизнес, и будете у него интересоваться, как он поступает. Либо вы обратитесь к человеку, который вас к психологу, к человеку, который больше о вас может что-то узнать, разузнать, как-то вас вытащить из депрессии, грубо говоря. То есть вы будете вот щупать какую-то почву, чтобы вот с кем-то сконтачиться, как бы это грустно не звучало, чтобы вас чему-то научили. Либо, если вы учитель, если вы уже в таком возрасте, когда много-много опыта у вас за плечами, к вам могут прийти ученики, к вам могут прийти люди, чтобы вы с ними поделились какой-то информацией. Может быть, просто это будет элементарная консультация с вашей стороны. Человек придет и скажет: а как у тебя это получается, расскажи. И вы поделитесь с ним этой информацией. Но в любом случае, Луна в Козероге – это чувство долга, это то, что нужно сделать. И вот хочу через не хочу. Вам придется вот попрощаться с деньгами. Вот надо закрыть этот долг. Не хочу, но придется. Вот надо продать эту машину, не хочу, но придется. То есть чувство долга, чувство того, что вот это нужно сделать. Именно здесь и сейчас. Поэтому среда-четверг может проиграться в вашей жизни и так. Но в любом случае, тельцы, я хочу, чтобы у вас все было хорошо. Поэтому, чтобы это хорошо быстрее включилось в вашу жизнь, оптимизм. Оптимизм включайте. И все наладится. Пятница и суббота, 9 и 10 февраля. Луна входит в знак зодиака Водолея, в 10-й дом, в котором у вас находится Меркурий до 23 февраля. Он там находится, а Луна будет всего 2 дня. У вас будут замечательные вещи. Во-первых, такие как сюрпризы. Что-то будет неожиданное у вас появляться в жизни. Может быть, кто-то вас одарит комплиментами, вы будете сиять просто и радоваться. Может быть, сюрпризы будут от детей, может быть, они что-то вам подарят. Может быть, сюрпризы будут связаны
с работой, может быть, там что-то появится, какой-то карьерный рост или какая-то возможность, и вы за нее ухватитесь, и все будет замечательно. Далее, Луна в Водолее может принести новые знакомства. Если вы одинокий телец, то потрясающая пятница, суббота, время подходит идеально, чтобы с кем-то знакомиться. Вот прям идите и знакомьтесь. В библиотеку, в буфете, где угодно, в приложениях знакомьтесь, ходите на свидание, пейте чай, кофе, мороженое ешьте. Только вот знакомьтесь, потому что большая вероятность, что вы встретите интересного собеседника, интересного человека. Конечно, не все свяжут сразу с ним узы с первым встречным или первой встречной, но люди окажутся новые в вашем окружение, те, которых вы искали, знаете, люди, которые вас будут понимать или которые будут иметь опыт такой же, как у вас. Поэтому здесь главное не сидеть дома в четырех стенах, проявлять инициативу в этом плане. Тогда точно вероятность большая, что вы кого-то встретите. Затем, так как это будет тоже 10-й дом, где находится Меркурий, а 10-й дом это карьера, это призвание, это профессия, может здесь проиграться таким образом, что новые знакомства на работе перерастут в какую-то, знаете, какое-то очень долгое сотрудничество. То есть вы будете думать, что этот человек пришел там на раз, на два, там, допустим, какой-то слесарь-сантехник пришел в ваше кафе делать трубу, а окажется, что вы его будете чаще вызывать, и потом у вас будет какое-то сотрудничество. То есть он будет уже штатным сотрудником. Может и так проиграться. Затем, трудно даются решения, которые вот обычные, знаете, вот плита сломалась, духовка сломалась, нужно вызвать какого-то слесаря или починить ее собственноручно, но как-то будет все не удаваться. Решение каких-то домашних бытовых проблем, которые можно вот так решить, щелчок пальца, да, как-то будут затруднительны. Возможно, из-за того, что вы будете поглощены чем-то другим. У вас голова будет в другую сторону работать. Фокус вашего внимания поменяется. И поэтому обычные бытовые проблемы будут решаться сложнее. Будьте к этому готовы, тельцы. Далее, оценивайте свои шансы и возможности, потому что Луна в Водолее может предоставить вам какие-то предложения. Могут прийти предложения по подработке или по проектам каким-то. И здесь важно оценивать, справитесь вы с ним или нет. И причем на трезвую голову, не обещать, что да, я сделаю, а потом вы окажетесь в луже, потому что вы не успели сделать или вообще не поняли, как это делать. Оценивайте свои риски, оценивайте свои вложения. Если кто-то там куда-то просит деньги вложить, оценивайте, что это за человек, что за фирма, что это вообще такое. Оценивайте свои шансы на то, что вы закроете какую-то задачу, потому что, может быть, у вас будут другие планы. В субботу вы возьмете себе подработку. То есть любые такие, знаете, предложения извне оценивайте на риски. Тогда вы точно не упадете в грязь лицом. Ну и 10-й дом это также все, что связано с целью вашей жизни. Может быть, поменяется цель, либо появится какая-то цель. Знаете, вот вы хотели добиться каких-то высот, и помимо этих высот вы захотите добиться, я не знаю, просто вот посадить дерево во дворе. Вот появится новая цель, и она будет такая, знаете, обычная. Она не будет такая сверх какая-то, там, не знаю, там, полететь и перелететь там океаны, посетить 700 стран. Нет, это будет обычная такая новая цель в жизни, которую вы сможете легко воплотить. И она может прийти к вам в голову вот в эту субботу, либо в пятницу. Ну и, в принципе, нервозность будет также повышенной у вас из-за того, что вы можете не справляться с какими-то вещами. Дома, да, вот вас ребенок вот прямо уже все, не можете, он вас не слушается. Может возникнуть повышенная вот эта вот нервозность, что вот не могу повлиять. Либо не могу справиться, не успеваю справиться. Поэтому здесь, тельцы, в пятницу, субботу поменьше нервничайте. Все спокойно, с оптимизмом. Расставьте приоритеты, что сейчас надо сделать, что нужно сделать после обеда. Вообще, как провести субботу. Поэтому здесь я вам желаю поменьше нервов и побольше позитива. Сюрпризы, новые знакомства не за горами. Также 9 февраля будет новолуние в этом же знаке зодиака Водолее, но на новолуние, скорее всего, я выпущу отдельное видео, чтобы это видео не растягивать до бесконечности. Итак, далее у нас идет Луна в Рыбах.
Это 11-й дом гороскопа. Луна в рыбах – это момент, когда вам захочется заботы. Вот в воскресенье вы захотите провести дома, никуда не ходить, ни с кем не встречаться. Вот просто, чтобы вас кто-то обнял и сидел с вами целый день, как с медведем плюшевым. Вы захотите больше понимания. Возможно, вы поедете к каким-то друзьям, к другу, к подруге, который вас понимает, вот прям с полуслова. Либо к родственникам, которые вас могут просто обнять, сказать: ой, как я тебя люблю, мы давно не виделись. Вы захотите вот именно тепла какого-то душевного от другого человека почувствовать в воскресенье. Это, в принципе, вообще реально все. Все реально. И вы можете получить эту доброту и заботу, если сами, знаете, оформите квартиру для этого, оформите вечер как-то вот при свечах, и человек сам додумается, что вы от него хотите. Забота, внимание, давай-ка, родной, или давай-ка, родная, мы с тобой сегодня посидим на диванчике, укутаемся в плед около камина и будем пить глинтвейн. Далее, повышается чувствительность, подозрительность к чему-то. Может быть, вы перестанете, не знаю, там, не то что перестанете, а будете копать под кого-то чего-то, какую-то информацию узнавать. Может быть, вы, не знаю, не будете доверять какому-то коллеге на работе, потому что 11-й дом – это коллектив, это люди, которые единомышленники, с которыми вы работаете, с которыми вы вместе чего-то добиваетесь. Поэтому здесь будет подозрительность какая-то. Что-то кто-то от вас что-то скрывает. Мне это не нравится. Поэтому в воскресенье, возможно, будете копать, чтобы узнать правду. Далее, Луна в рыбах – это уединение, побег от общества, побег от проблем, побег от всего, что вас окружает. Вы захотите вот теплоты, уюта, чтобы вас никто не трогал, чтобы вас никто не парил, мозги вам не парил. Вот воскресенье, уют, тепло, любимый человек, киношечка, вкусняшки, забота, любовь и никаких проблем. Вот вы прям вот вообще отключите свои гаджеты, чтобы вас только никто не нервировал и никто вас не трогал. Вы захотите в воскресенье провести именно так. Ну и есть вполне большая вероятность, что так и будет. Далее, проявляются таланты. Луна в рыбах говорит о том, что что-то внутри, вот у вас, знаете, какой-то потаенный был талант, какой-то дар. Может быть, вы замечательно готовите котлеты, но вы об этом не знали. И в воскресенье вы нафаршируете себе столько котлет, что будете счастливы от того, что у вас все получилось. Ну, либо просто какой-то талант новый у вас появится, откопается неожиданно. Вы не будете знать, что вы тоже и на это способны. Это ж круто, тельцы. Прям вообще я рад за вас. 11-й дом – это гости. Кто-то к вам приедет в воскресенье. Может быть, родственники, может быть, коллеги, может быть, люди, с которыми вы вместе открывали бизнес или с которыми уже есть бизнес. Да? То есть это могут быть люди творческой профессии, какой-то направленности. Ваши клиенты могут прийти к вам домой, если вы вдруг с ними уже как друзья общаетесь. Либо вы поедете в гости к кому-то, к друзьям, к людям, с которыми вам хорошо. Далее, неожиданное решение старых проблем может прийти в воскресенье. То есть вы думали, как решить этот вопрос, как решить эту проблему, почему у меня ничего не выходит. Вот прям вот бьюсь головой об стену. И в воскресенье может вот так вот, опа, неожиданно прийти решение, опа, неожиданно прийти идея, как закрыть эту задачу наконец-то. То есть замечательное время будет в воскресенье. Неожиданно, так сказать. Ну и нельзя давать в воскресенье волю отрицательным эмоциям. Если кто-то вас расстроил или что-то у вас не получается, ни в коем случае не расстраивайтесь. Воскресенье не для этого создано в вашей жизни, чтобы вы вот так вот ручки сложили, лапки сложили, типа, ну вот опять не получилось. Или вот опять я не успеваю. Или вот что-то у меня не получается. Ни в коем случае, тельцы, не расстраивайтесь. Возможно, так проявит себя Луна в рыбах, потому что вы уйдете внутрь себя, будете копаться внутри себя в воскресенье, в понедельник тоже, потому что Луна в рыбах 2 дня будет вроде бы как. Поэтому здесь сохраняйте оптимизм, оставайтесь в реальности, не копайтесь очень глубоко в себе и ни в коем случае себя не критикуйте. В воскресенье вообще вот прям откажитесь от критики. Вы прекрасны. Во-первых, вот каждое воскресенье прям встаете утром, идете к зеркалу и говорите, как я прекрасна, какая я классная или какой я классный. Господи, да таких больше на земле нет. Я себя люблю. Блин, у меня все получится. Вот так каждое воскресенье. Прям вот привычку себе возьмите, и тогда любое воскресенье будет у вас на ура проходить. Вы прям себя сами будете программировать. Это очень важно, кстати. И все, что касается перемен, 11-й дом, это тоже
перемены в жизни, перемены в обществе, перемены в творчестве, перемены. Захочется чего-то нового. Вот прям вот нового дыхания, потому что старая работа, старые друзья, что-то вот все вот такое старое уже, разваливающееся. Вы захотите новый диван, если он вдруг уже все, уже весь вонючий, весь уже никакой, спать невозможно, пружина торчит, и вы на нее всю ночь натыкаетесь. Может быть, поменяете, не знаю, кастрюли в доме, потому что они уже просто никакие кастрюли эти, и сковородка подгорает, и вот нужно будет что-то новое. И в воскресенье, ну, не знаю, посвятите себя шопоголизму, купите что-то новое, то, что вас порадует, и почувствуйте вот этот вайб, вот это настроение, оптимизм, и просто чаще себя радуйте, вот к чему я веду. И в воскресенье место для заботы, для понимания, для тепла проведите вот с тем человеком, которого любите, ну, либо с которым давно не виделись, и у вас теплые отношения. Ну вот такой прогноз, тельцы, на следующую неделю. Потрясающий вообще, мне понравилась ваша пятница, суббота, воскресенье. Прям завидую белой завистью. Хочу, чтобы у вас все было хорошо, тельцы. Хочу, чтобы вы были здоровы, счастливы, жили в гармонии, чтобы чаще улыбались и решали все свои проблемы и вопросы по щелчку пальцев. Конечно, это что-то из мира фэнтези, но я верю, что у вас все получится. Вам просто иногда не хватает элементарно поддержки доброго слова. И тогда просто разрыв башки, и вы готовы стремиться только к успеху. Вот сохраняйте оптимизм внутри себя, и тогда у вас все будет получаться. Спасибо большое вам за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, если вы попали случайно на него. Ну и пишите свои комментарии, я с удовольствием почитаю. Спасибо большое вам за внимание. Желаю вам успехов и удачи. Ну и хорошего настроения. До свидания.